Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео посвящено Мальдивам, а именно как провести спиртное на Райские острова в обход таможни. Как известно, Мальдивы – это мусульманская страна, а распитие спиртных напитков и нахождение в нетрезвом состоянии запрещено. А местным жителям вообще за распитие спиртного светит до 2 лет тюрьмы, а за распространение до 15 лет. Ну а туристам максимум штраф. Поэтому купить просто так или провести спиртное на острова, к сожалению, не получится. Таможенники очень тщательно все проверяют и знают практически все ухищрения туристов. Поэтому в этом видео я с вами поделюсь своим опытом провозки спиртное на Мальдивы. Я использовал 3 способа провозки. Первый. Для этого купил большую 3-литровую упаковку сока в картонной коробке. По цене и качеству сока выбор пал на березовый. Внутри коробки находится пластиковый пакет с дозатором. Для начала необходимо избавиться от сока. Через окошко достаю дозатор и снимаю пломбу. После того, как сок выпит, открываем коробку и достаем пакет изнутри. Избавляемся от остатков сока. Пакет выполнен из достаточно плоского целлофана. Конечно, пакет можно промыть от березового сока, но в принципе это не обязательно. Далее необходимо залить в пакет спиртное. Для того, чтобы было удобнее заливать, на дозатор сока одел трубку, а на другой конец лейку, которая шла к фляге в комплекте. Благо, все подошло. С собой я брал виски. Также, как альтернативный вариант, планировал заполнять пакет через шприц. Перед тем, как заливать, не забываем нажимать на клавишу дозатора. Пакет заполняется довольно легко и быстро. Залил литр, и вот так он смотрится. Решил добавить еще пол-литра. Вот теперь достаточно. Не сильно толстый и достаточно хороший объем. Этот пакет был аккуратно уложен в середину чемодана между одеждой. Второй способ. Для этого понадобится сок литровый, презерватив и 0,7 спиртного. В этот раз я заливал коньяк. Открываем сок и переливаем в отдельную емкость. Изначально я пытался залить спиртное в аптечный презерватив, без смазки, но не получилось, так как он плохо растягивается. Поэтому пришлось воспользоваться обычным презервативом. Перед тем, как его использовать, необходимо хорошенько промыть в теплой воде, избавиться от смазки, и несколько раз в него залить воду, чтобы он немного растянулся. Далее запихиваем почти весь презерватив в банку, а сверху оставляем немного для заливки через лейку. Заливаем спиртное. Во время заливания нужно следить, чтобы выходил воздух из коробки, и немного болтать, чтобы презерватив распрямился. 0,7 литра заливается достаточно легко. Далее завязываем узел, аккуратно, чтобы не порвать презерватив ногтем. Далее прячу конец презерватива в коробке, а сверху оставшееся пространство заливается соком. Это делается для того, если вы даже нарветесь на личный досмотр, то таможенник будет открывать коробку и нюхать содержимое. Сок можно ложить практически в любое место в чемодане, обмотав вокруг одеждой. Таким же способом заливаю еще 0,7 литра в другую банку сока. После своего опыта провозки спиртное у меня появилось для вас пару рекомендаций. Спиртное нужно заливать перед самой поездкой, не более чем за день, и перелить сразу по прилету в другую емкость, так как стенки презерватива потихонечку пропускают спирт. А после 15-дневного хранения у меня в коньяке упал градус, а сок березовый покрепчал. И еще не используйте березовый сок, как я, так как если посмотреть на свет внутрь коробки, виден посторонний предмет, а таможенник может так и сделать, поэтому сок должен быть цветным. Не забываем, что спиртное с первого и второго способа ложим в чемодан и сдаем в багаж. Третий способ. В Duty Free можно купить спиртное и пронести в запазухе. Тут главное купить правильную бутылку, а именно она должна быть пластиковая
И самое главное, чтобы пробка тоже была пластмассовая, а не металлическая, чтобы не сработала рамка. Мы летели зимой, поэтому на мне была байка, и спрятать под ней 0,5 литра было легко. По идее, можно было еще спрятать одну бутылку. Кстати, из всех пластиковых бутылок, которых я видел в Duty Free, только Jim Beam оказался с пластмассовой крышкой. Поэтому выбор был прост. К сожалению, видео по проноске спиртного снять не получилось. Было не до этого. В итоге рамку прошел легко, никакого внешнего досмотра не было. Еще очень важный момент. После того, как прошли рамку, необходимо забрать чемодан с транспортера. Те чемоданы, которые не понравились таможеннику после просвета, на транспортере крутятся с красной наклейкой. Это означает, что вам необходимо проходить таможню до конца по красному коридору. А это тщательный просмотр содержимого чемодана. Не нужно отчаиваться и паниковать, если вы вдруг обнаружите на своем чемодане красную наклейку. Вопрос решаем. Эту наклейку можно просто оторвать. Берем свой чемодан и идем в туалет, который находится рядом с транспортером, и спокойно там отрываем наклейку. Никто вам ничего не предъявит. Некоторые вообще, не стесняюсь, сразу отрывают эти наклейки, как только сняли свой чемодан с конвейера. Поэтому после транспортера рассматриваем не спеша со всех сторон свой чемодан. С помощью этих 3 способов я смог провести 3,4 литра спиртного, что очень даже неплохо. Кстати, на моих чемоданах не было наклеек. И самое главное, даже если у вас найдут спиртное, не нужно кричать, что меня подставили или подкинули. Говорить, что это не мое, и тем более ругаться. Просто соглашайтесь, что это ваше, дабы не терять время. Спиртное конфискуют, никаких штрафов, а тем более тюрьма вам не светит. А просто дадут жетон. И по окончании отдыха в аэропорту, предъявив жетон, вам вернут спиртное назад. Поэтому рисковать можно без особых неприятных последствий. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское на Мальдивах. И даже если вы побоялись везти спиртное, или у вас его забрали, или вообще просто не хватило на весь отдых, то это не значит, что это все и больше нет других вариантов. Выпивку можно купить и на самих Мальдивах, только вопрос, сколько оно вам обойдется. Спиртное можно купить на так называемой алкобарже на острове Мафуши. Приходите вечером на пристань, к вам сам подойдет парень и предложит бесплатно на лодке проплыть на яхту, которая стоит приблизительно в километре от острова. И там можно просто выпить спиртное или купить с собой. Назад возвращают также бесплатно по вашему запросу. Также можно купить у местных. Но здесь немного сложнее. Нужно искать, с кем можно договориться. Все зависит от вас. Я рекомендую начинать поиск с менеджера или хозяина вашего гестхауса. Еще спиртное можно купить на острове-резорте. В дорогих отелях на резортах все включено. И там входит бесплатное спиртное. Поэтому берем экскурсию на остров-резорт и там покупаем выпивку. Как видно, способов хватает, от бюджетных до дорогих. Все зависит от вашей находчивости и желания. На этом все. Надеюсь, моя инструкция поможет вам. Также делитесь в комментариях под видео своим опытом. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока.